Вот так, наверное, необычно для моего подкаста я начинаю этот выпуск. Не здрасте, ничего, а сразу же с каких-то нелепых гитарных рифов. Все потому, что я хочу поделиться снова опытом. Я хочу, как в нашем подкасте заведено, просто о сложном, рассказать о том, какой, какие ошибки делают люди, которые хотят начать играть на электрогитаре, как облегчить их поиск и как сделать так, чтобы хотя бы для себя вы начали играть на этом чудесном инструменте, не потратив на это так много нервов и не потратив тоже немало денег, как это сделал я. Перед тем, как начать просмотр этого видео и серии этих видео, прошу поставить вам лайк, подписаться на мой канал. Кнопка внизу находится, вы знаете где, а мы начинаем. Итак, с чего начать? Начну я с того, что я захотел поделиться, и это не вместится в один подкаст, потому что мои подкасты примерно 20 минут, это самое оптимальное время для просмотра, поэтому это будет первое видео из моего подкаста, которые будут посвящены моему тоже очень большому увлечению, и это увлечение музыкой, а именно увлечение гитарами. Я не буду сейчас вам рассказывать сначала об тех гитарах, в частности об той, которая сейчас лежит на столе, что это за гитара. Я хочу сначала начать в общем и рассказать, с чего это и как это будет сделано. Многие люди слушают музыку, и в самом... многие да, многие нет, но некоторые в самом начале задумываются. Слушайте, а как там интересно они играют на гитаре или там на ударных инструментах? Ну, возьмем гитару. И как бы мне научиться это делать? Если человек связан с гитаристами, у него рядом есть музыканты, это, наверное, несложно сделать. Они, наверное, ему что-то подскажут, что-то научат, и он начнет играть. Но если у человека нет знакомых гитаристов, нет знакомых музыкантов, первое, что он сделает, это побежит в интернет искать, у кого бы это научиться сделать. Не всегда это получается быстро или вообще получается. Не все гитаристы не хорошие преподаватели. И третье, не у всех людей есть много времени, чтобы каждый день или хотя бы пару раз в неделю брать инструмент в руки и правильно изучать ту или иную гамму или что еще они будут давать вам в этих школах. А поиграть парочку аккордов хочется. Не для выступления, для себя. А просто понимать, что такое гитара, тоже хочется. И тут начинаются масса интересных вопросов, которые я тоже сам себе задавал. И я, поверьте, если бы я хотя бы на один ответ нашел бы на один вопрос в Ютубе, я бы не сделал бы этот ролик и не захотел бы сделать несколько роликов последующих для того, чтобы вам помочь. А так как это подкаст просто о сложном, а игра на электрогитаре это очень сложно, я попытаюсь в самом начале объяснить вам, с чего я начинал, где я набил кучу шишек, и потом, делая несколько потом еще выпусков подкастов, подвести вас к тому, чтобы у вас имелась хорошая база, с которой вы можете начать. А база будет следующая. На чем играть? Через что играть? Это усилитель. Как выбирать гитару? Как выбирать усилитель? Откуда брать эти ноты? Откуда и как вообще складывается все на гитаре? Вот это во что я уперся и путем проб и ошибок пришел к некоторому знаменателю, после которого я даже один, без учителей, могу тихонечко изучать и смотреть какие-то песни, пробовать играть их для себя, для души, не для выступления, конечно. И мне это сейчас очень приятно с вами этим поделиться. Я не смог найти сам то же самое, и поэтому хорошо, что моя работа позволяет мне с помощью некоторых финансовых, немалых, я вам скажу,
затрат путем проб и ошибок найти тот верный знаменатель. Итак, продолжим. Что такое игра на гитаре? Начнем мы. Игра на гитаре — это инструмент на электрогитаре, если возьмем. Это комбо-усилитель, к примеру, будем брать. Не будем сейчас называть никакие имена. Это соединение, шнур между электрогитарой и комбо-усилителем. А также вообще, как брать эти ноты, что это такое, как и почему эти ноты строятся. Вот эти все сложные вопросы возникли передо мной. И начиная уже со следующих подкастов про гитары, я пройдусь по всем этим пунктам для того, чтобы в конце вы могли бы четко собрать все знаменатели этой формулы и сами начать обучаться играть на гитаре, при этом не затрачивая столько усилий на поиске правильного пути. Я совершенно согласен, что лучше, конечно, брать преподавателя, платить ему. Но я вам честно скажу, ни один преподаватель вам не скажет сразу же, что лучше для вас. Для него лучше, чтобы вы просто платили деньги и ходили к вам. Вот это я убедился. А что лучше для вас, многих таких преподавателей не интересует, если исключение эти преподаватели не ваши друзья. Каждый из них будет навязывать какую-то свою аппаратуру даже, систему, какой-то кабель, какие-то гитары от друзей с какой-то группы, чтобы вы именно эту должны купить, а не другую. Усилитель именно вот этот вы должны использовать. А для того, чтобы вам получить тот или иной звук, вы обязательно должны купить у его друзей какую-то программу, или не у его друзей, или он вам даст какую-то программу, которую вы тоже ему заплатите за лицензию. То есть все будет сводиться к бизнесу. Если у вас много времени, энергии и денег, то пожалуйста. Если нет, и вы хотите прийти более быстро к правильному знаменателю, продолжайте смотреть видео про гитары на моем канале. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Подпишитесь на мой канал, и тогда вы узнаете четко, я вам гарантирую, вы будете очень полностью удовлетворены, узнав, как можно самому начать играть вот на таком прекрасном инструменте. А на этом я заканчиваю этот выпуск, но ожидайте следующие выпуски. До новых встреч!